Здравствуйте. Если вы следите за моими выпусками, то, наверное, заметили, что я везде использую как финишное покрытие воск. Про уникальность этого материала, я думаю, говорить не стоит, но вот нанесение его довольно затруднительно и неудобно. Так вот, в древности люди использовали лоскутный воск. К воску примешали разных полезностей, и материал получился с отменными физико-химическими качествами, а главное – экологичен. Посмотрев на цену в магазине, я твердо решил делать сам, ведь сложного тут ничего нет. Ингредиенты. Льняное техническое масло. Что такое техническое, расскажу позже. Скипидар обыкновенный. Почему обыкновенный, а не живичный, тоже позже. Пчелиный воск, мелко нарезанный. Канифоль. Пропорции такие. Льняное масло 40%, скипидар 30%, воск 30% и канифоль 5% от общей массы вещества. Весь процесс приготовления происходит на пару. А пока вода греется, займемся канифолью. Вообще я засыпаю канифоль в бутылку со скипидаром и растворяю ее таким способом. Но для наглядности делаю так. Скипидар очень летучий материал и при нагреве начинает активно испаряться. Поэтому быстренько размешиваю, и да, очень важно, чтобы канифоль была качественно истолчена в пыль, иначе замучаетесь плясать. Итак, скипидар технический, а не живичный. Скипидар в данном случае служит как растворитель канифоли и проходчик, так как он обладает огромной проникающей способностью. Он максимально затягивает вглубь материала все вещества, растворенные в нем, а затем испаряется. Поэтому особой разницы нет, живичный он или обычный. Скипидар и канифоль готовы. На очереди масло и воск. Вода уже кипит. Огонь на минимум и смешиваю ингредиенты до полного растворения воска. Теперь что такое техническое льняное масло? Это то же самое масло, только с истекшим сроком годности для приема вовнутрь. А так то же самое масло, только стоит оно в 10 раз дешевле. Ну и кульминация. Смешиваю все вместе. Обратите внимание, я вливаю в центр кастрюли, не касаясь края, так как скипидар может вспыхнуть, будьте осторожны. Тщательно перемешиваю и жду, пока остынет. Готово. По консистенции очень похоже на обувной крем. Теперь почему лоскутный? Здесь все просто, потому как раньше его наносили кусочком ткани, лоскутом. У меня нашелся брусок необработанного дуба. Еще раз повторяю, это финишное покрытие. Если вы хотите более четко проявить рисунок, используйте морилки. Обратите внимание, он не дает глянец как лак. С лоскутным воском дерево приобретает бархатный блеск. Любое изделие с таким покрытием смотрится благородно и изысканно. А самое главное, по тактильным ощущениям ты держишь в руках дерево, а не кусок пластика, как в случае с лаком. Хранить следует либо в герметичной банке, либо в пакете, иначе скипидар испарится и консистенция изменится не в лучшую сторону. Ну а теперь давайте посчитаем. 500 грамм лоскутного воска мне обошлось в 147 рублей и 40 минут потраченного времени. Спасибо за внимание и до новых встреч на канале Хоббийность.